Друзья, привет! Привет! Мы вас приветствуем на нашем канале. Сейчас мы находимся в Воронеже. Наконец-то у нас дошли руки и ноги, чтобы сходить, хотя бы, чтобы у вас сложилось впечатление о нашем городе. Как здесь? Нормально, нормально. Вот сейчас у нас градус 18, это бабье лето, прям чудная погода, хоть и пасмурно. И сейчас мы пройдемся, мы погуляем, вы посмотрите, заваривайте чай, пельмени, там, сухарики ешьте. В общем, оставайтесь с нами. Так, сейчас мы находимся на улице 20-летия октября. Это правый берег Воронежа, Ленинский район, еще его называют Чижовка. Вот здесь рядом находится Солнечный рай, это торговый центр, и рядом цирк. И туда у нас, получается, прямо мы идем уже к центру, там галерея Чижова, большой торговый центр, очень крутой. Подземный переход наш. Ну да, такой цивильный, он прям широкий. А мы куда идем? Может, пойдем там, где цирк? Ну вот наш цирк. Он старенький, советский еще. Он, конечно, прям и просится на реконструкцию очень сильно. На выездные гастроли уехал цирк. Мы здесь были, я раз был, точнее. Такой, прям старенький, как в советские времена. Ну вот это парк возле цирка. Ну, он как парк, но он маленький такой, не очень, конечно, большой, больше на сквер небольшой. Здесь вот есть аттракционы, что хорошо, такие детские они, в основном для детишек маленьких. Так, сейчас мы вышли на улицу Ворошилова, вдоль дороги стоят вот сталинские дома такие красивые, большущие. Движуха, естественно. Сегодня пятница, да, кстати, забыл сказать, час пик, поэтому очень много машин. Но город, конечно, миллионник, и поэтому он загазованный, естественно. Тут никуда от этого не денешься. Любой, конечно, город, чем больше, тем он будет загазованнее. Домик, в котором жили, наверное, мы так предполагаем. Сталинская элита какая-то, да, генсеки какие-нибудь там, да. Партийные деятели. Кстати, вот тут Вермишель, хороший ресторанчик, кафе. Бюджетники, но такой прям хороший, нам нравится. А он здесь везде. Здесь все-таки, опять же, конечно, плюсы большого города, если так рассуждать. Здесь очень много всякой доставки, ресторанов, все можно купить, достать, все тебе привезут просто мгновенно, особенно с самокатом, вообще в течение 15 минут все продукты доставляются. Это очень удобно, конечно, это плюсы большого города. Это у нас торговый центр Европа. А вон там Солнечный рай, откуда мы пришли. А вот это Ира. Город кипит, живет, движуха такая. Нам с Ирочкой нравится движуха вот эта, конечно, большого города. Это как мы с провинциального городочка маленького, поэтому да. Нам это нравится. Так, это мы уже подошли к Комсомольский сквер, вон там. Это храм, я не знаю, как он называется. И мы направляемся дальше. Итак, друзья, что же у нас по поводу пробок? Кстати, сегодня включили освещение красивое. А по поводу пробок, они есть, конечно. Не такие, как в Москве. Особенно в северные, в час пик. Минут, наверное, 30 добираться. Но они эти пробки движутся. Не прям колом они стоят. Движутся. Где-то едешь-то быстро, где-то медленно. То есть на каких-то там светофорах, вот, например, ты выезжаешь там по Московскому проспекту через мост, там уже, да, получается, всякие повороты, и там образуются пробки. В всяких мостах, переездах и северные. Так что они здесь есть, конечно. Сегодня включили освещение праздничное. Потому что пятница сегодня. Сегодня, по-моему, 15 сентября. День города должен для выходных, но его, конечно, не будет. И здесь, кстати, да, очень много частного сектора. Воронеж, конечно, как и многие-то города, наверное, старые, они много в себе содержат частного сектора. Но это и плюс тоже, да, потому что зелени очень много. И очень бурно расстраивается тоже на северном районе. Юго-западный, тоже расстраивается. Сам город расположен, по его центру проходит водохранилище Воронежское. Имеется 3 моста. Там левобережный, он такой более, промышленный был.
Там завод авиастроительный какой-то стоит, еще там всяких раз. Ну, часть, конечно, закрылась. Здесь очень много всего делали, конечно. Воронеж индустриальный был в советское время. Вот мы уже подходим к галерее Чижова. Да, город кипит, движуха такая прям идет. Правильно, пятница, вечер. Все стремятся домой. И вот такой, ну это как бы не центр прям, центр будет немножко правее, налево уже будет дорога на Северный, это Московский проспект. А направо уже как раз так к центру, там площадь Ленина. Кафешек здесь много таких симпатичных, уютных. А это бизнес-центр, там наверху ресторан студия 23. Ну вот туда центр уже будет идти. Движуха. О, все светится. Вот такие будки. Кафетерии прикольные сейчас делают. Ну вот опять же плюсы большого города. Все, кафешек полно. Это Кольцовский бульвар. Мы идем, и это Кольцовская улица идет. И сейчас мы направляемся в сторону железнодорожного вокзала. Люблю там я ходить. А, ты меня не оставила. Кофе мне не оставила. А я еще хотел. Город тут сигналят, конечно, водители частенько. Кто-то подрезает еще там, кстати, в огнях. Да, весь город сейчас включили освещение, но, конечно, не везде есть. Старое здание. Да, здесь старые здания такие прям классные. Старинные, ну, 19 века, там, может быть, даже старше. Очень много в центре. Я все, конечно, этими зданиями восторгаюсь. Такая кладка прям, рельефы такие. Вообще просто заморачивались в те века. Просто жуть какая. Сейчас даже так не делают. Да, и здесь тоже все включили, иллюминацию. Ну, шум, конечно, возле дороги я бы не брал, конечно, квартиру, потому что очень шумно. Это ночью бывает всякие, там, мотоциклисты гоняют. Что-то винзавод закрытый, там обычно все светится, я не знаю почему, но как-то он закрытый. Место такое с ресторанами, со всякой там ерундой, с открытыми зонами. Такие, ну, для отдыха вообще красиво там. Какой домик красивый. Медклиника, бьюти. И вон туда сейчас мы пойдем, железнодорожный вокзал центральный. Что, цены какие? Персик, инжины сколько? Ценник. И вот мы плавненько подошли к железнодорожному вокзалу центральному в Воронеже. Он такой советский уже. Здесь очень красиво стоят дома кругом. Сейчас мы увидим. И вот такая, здесь вот такой получается перекресток. Сталинские дома, такие большие старые. Вот он, железнодорожный вокзал. Ну, красиво здесь, конечно. Все в гирляндах, все в огнях, как будто Новый год. Вот, да, вот это мы ушли к парку, который реконструировали недавно. Очень долго его делали. Это улица Мира. Некогда наш любимый ресторан Тануки, когда мы в отпуск ехали, всегда сюда бежали. Ну, здесь, конечно, вкусно, красиво, но, блин, ценники тут, конечно, тоже такие нехилые. Но здесь людей всегда очень много. Ну, это же сеть, он же не только... Он сетевой. Ну, вот мы вышли к парку, который прям серьезно реконструировали. Вот. Храм с этой стороны. Здесь даже написано, здесь в 1917 году проходили массовые революционные митинги и демонстрации трудящихся города Воронежа. Вот. Прям уютненько, классно.
Ну здорово, да. Здесь и деревянные помосты, и такие всякие, какие хочешь. Везде лавочки. Прям уютненько. Еще все подзаросло кустарничками. Фонтан. Но раньше за фонтаном там были детские аттракционы всякие. Все снесли. Поставили качели. В 2020 году мы сюда переехали. Его уже начали, по-моему, реконструировать. Я только в этом году сдали. Вон там детские качели всякие разные, современные. Бим «Черное ухо» с хозяином. Ну, прям современненько. И когда погода хорошая, и пока еще осень только начинается, еще зелено. Прям такие светильники классные, уютные. С прошлого года начали менять плитку в центре на проспекте Революции. Прям на такую хорошую. Все было перекопано, закопано. Вон еще доделывают. Вообще очень много улиц переделали. Заменили плитку. Вот здесь еще один подземный переход. Тоже что там делают. Ступеньки, видать. И вот эта дорога идет туда, на мост Чернавский. Выезд на левый берег. Ну, вот это уже начинается улица. Это проспект Революции. Такая центральная улица, старая. Там старинных домов очень много, сталинских домов. Такая вся красивая, в общем. Но то, о чем я говорил, реконструируют. Мраморная плитка, все дела полностью. Все переделывают, деревья новые высаживают вдоль дороги. Почта России тоже старое здание, хотя может быть и сталинское, но оно центральное. Ну здание 1800 какого-то года. Памятник военному почтальону возле почты. Это мы сейчас направляемся к мемориалу. Вечный огонь. Смотрю, фонтаны. Сейчас поближе посмотрим. Ну, вечером, конечно, красиво. Все с подсветками. Вон там левобережный район. И мост Чернавский. Вот мы снова выходим на проспект Революции. Оживленный, шумный. Фонтаны работают здесь. Что-то не подсвечиваются они. Ветерочек прям задул прохладненький. Реконструировали пешеходную. Очень хорошо, удобно сделали. И подходы к парковочным местам машины, и деревья тут высадили. И он там впереди виднеется большущий отель Marriott. Я говорил, много зданий старых, 19-18 века. Ну, здесь возле Марриотта просто вкусная точка находится. ЦУМ. Весь такой тоже в огнях. Ну, Marriott, блин, здоровый он, конечно. В огнях все подсвечивается. Старые здания вообще красивые. Все они прям такие орнаменты какие-то, барельефы. Коммуна какая-то, мы здесь ни разу не были, да. А там впереди самое такое красивое здание, старое. Оно такое прям стильное какое-то, для тех времен, необычные окна, двери сделаны. Вот это. Оно тоже очень старое. Здесь какие-то штабы располагались белогвардейцев. Но оно прям очень интересное. И вот любимое место воронежцев — Кинзадза, ресторанчик. Грузинская кухня. Сегодня уже просто похолодало, но внутри очень много людей. И вот детский театр. Там стоял Бим «Черное ухо». Его пока убрали, наверное. Уютненько здесь.
Здесь, кстати, клуб «Аура» крутой, воронежский клуб. Здесь постоянно тусуются возле него. Вот какие скульптуры здесь. А вон там Бургер Кинг. И вот он, кинотеатр «Пролетарий». Тоже старый советский кинотеатр. Ну вот, мы вышли на перекресток. Кинотеатр «Пролетарий» и проспект Революции. Театр имени Кольцова. Ну вот впереди Кольцовский сквер. Вот здесь, кстати, ЗАГС через дорогу тоже. Филармония. Вот так машины тут ездят, стреляют выхлопными газами. Вот он, Кольцовский сквер идет. И кинотеатр «Спартак». Здесь еще «Ампир» ресторан крутой. Ну вот мы и подошли к Кольцовскому скверу. Здесь такая аллейка идет. Светящаяся арка. Навес такой. Туалет один, не знаю, работает, не работает. Сейчас мы пойдем к фонтану. Ну, сегодня что-то фонтан не светится. И музыка не играет. Ну вот мы вышли на площадь Ленина, центральная площадь. Здесь администрация, губернатор. Справа театр воронежский. Вот еще все светится возле Кольцовского сквера. Вот все в гирляндах, деревья. А это библиотека центральная. Ира все хочет записаться, а никак не запишется. Прямо здесь все облагорожено возле администрации. Вот сквер за администрацией. Такой темноватый немного скверик. Это какой-то лечебный стул. Лечебный стул. Номер такой-то. Всяк садящийся заряжается добротой и утрачивает жлобскую свою натуру. Холодный он сейчас стул, этот мокрый еще вдобавок. Не будем на него садиться. Это мы уже вышли на улицу Кирова. Тоже все в огнях таких праздничных. Ну, там мы как раз идем в сторону своего дома, к цирку. Выйдем мы как раз к Солнечному раю. Тоже такое здание гостиницы, и там скверчик такой идет аккуратненький, с газончиками, с фонтаном. Сквер программистов. Небольшой такой. Почему сквер программистов, непонятно, но так его назвали. А там вот ресторанчик такой находится, симпатичный. Ну а мы уже подходим к Солнечному раю, к цирку практически. Вот мы практически замкнули круг, вышли к Солнечному раю, цирк. С другой стороны, это по улице Кирова. Друзья, вот мы уже подходим к своему дому. Мы застали вечерний Воронеж. Он такой красивый, симпатичный. Ну, мы сюда приехали, потому что у нас здесь дети. Нам, в принципе, выбора не было особо, потому что мы неопытные, мы сами с Чукотки. Мы долго ездили сюда в отпуск. И мы уже привыкли к нему. Сын живет здесь уже с 2009 года, поэтому мы, пока он учился, успели пожить во всех районах. Да, но мы тоже ездили На левом берегу и на и в разные города. Но нам нравится, потому что он, во-первых, и до Москвы 6 часов, и там до моря, как бы, но он такой стоит, как бы, вообще посередине. Ну, и по климату более или менее. На следующей неделе мы будем в Москве. Да, не один день даже. Везде там походим, поснимаем. Так что не переключайтесь, смотрите наши видео, оставайтесь на нашем канале. Друзья, всего доброго.